сказку о том, как гамба, знаешь гамба? Гамба. Газель? Газель такое животное. Всім привіт! Ми вже знімали відео з Лусіано, що живе 1,5 години їзди від Парачі в Убатубі. І сьогодні він знову до нас приїде, і ми поспілкуємося з приводу того, як бразильці сприймають закордон і як люди з-за кордону сприймають Бразилію. Можливо, щось вони неправильно розуміють в тому, яким є життя в іншій країні. І це нормально, тому що ми всі є продуктом нашого оточення. І якщо є якісь у суспільстві стереотипи, то ми автоматично їх транслюємо у своєму житті до того моменту, поки ми не впевнимось у протилежному або в тому, що правда десь посередині. І також ми поговоримо про доходи в Бразилії, чому така нерівність, чому деякі люди працюють за 1500 реалів, що є $300 на сьогоднішній день. Але в той самий час ми бачимо, що ми живемо в місті, в якому люди літають на приватних літаках, в якому люди їздять на доволі дорогих машинах. І населення, і люди, які приїжджають сюди відпочивати, це курортне місто, звісно. Тут дуже багато таких людей, які можуть собі дозволити в десятки разів більше, ніж це можна дозволити на 1500-2 тисячі реалів. Ось хтось прилетів. То цікаво узнати також, що робити іммігранту, який приїжджає до Бразилії, у нього немає якоїсь віддаленої роботи, гарно оплачуваної, немає інвестицій, нерухомості, яку можна здавати за великі гроші. Йому потрібна робота, іти працювати на заправку за 1500-2 тисячі реалів не варіант. І що можна робити в такому разі, який бізнес, можливо, можна відкрити у Бразилії, чи взагалі це ідея перспективна відкриття бізнесу в Бразилії? Всім привіт! Сьогодні ми знову зустрілися з Лусіано. Він жив за кордоном дуже довго. Як бразилець, який прожив багато років за кордоном, я вважаю, що він має більше інформації, ніж в середньому бразилець про те, як взагалі люди живуть поза межами цього континенту, бо він дуже віддалений від усіх інших. І тому багато бразильців, вони мають бульбашкове мислення, так? Вони не сильно багато де були. Можливо, якісь речі іноземці сприймають про Бразилію, щось вони неправильно думають. Когда люди представляют Бразилию, первое название, которое мы вспомним, это, наверное, Рио-де-Жанейро. Копакабана, пляж, да? Люди, которые живут в Рио-де-Жанейро, мы называем кариока. Кариока – это тоже по себе определенная культура. Люди по-другому относятся, например, к тому, что мы считаем дисциплиной, к работе. Да? Они проводят жизнь с другой динамикой. Если ты ездишь в Сан-Паулу, например, для нашего понимания, штат Сан-Паулу, особенно столица, да? Туда же многие иммигранты приезжали давно. Это люди, которые просто хотели найти новое место, где они могли бы работать. Поэтому для нас есть такая шутка, такое понимание, что люди в Рио, они больше отдыхают. Есть такая картина, на стереотип. И Сан-Паулу это, как знаешь, Манхэттен, Бразилия. Все туда-сюда, очень много работы, очень большая динамика. Да? А Сан-Паулу я обычно называю Monster City, потому что все просто бегает, все очень быстро. Короче, это какой-то Нью-Йорк бразильский. У нас тут мозаика, это уже две картины. А есть другие. Если ты будешь ехать, например, внутри Бразилии, да, там в Гояс, например, уже совсем какой-то country vibe. Да? Люди, которые коренных народов, люди, которые имеют больше отношения к природе. Там реально немного что-то похоже на то, что есть в Мексике или в Техасе. Больше агрикультура, сельскохозяйство. Да? И это для них сельскохозяйство, большие семьи. Другое понимание Бразилии. Да? А если ехать еще севернее, там очень другая. Короче, в Бразилии очень многие параллельные реальности одновременно. Вот. И это главное, что вы поняли, Бразилия как одна страна составлена из разных культур и реальностей. Другой концепт, который очень важный. Во всей Южной Америке говорят на испанском, а Бразилия – португальском языке. Если человек живет, например, в Европе, допустим, он живет в Франции, да, и может он хочет найти новую работу, или новую карьеру, или какой-то менять немного жизнь, или на каком-то транспорте он добирается до Норвегии, там будет другой народ, другой язык. Нужно совсем очень мало, чтобы он приезжал в другую страну. Не только документы, имею в виду Европа, континент, где очень разные страны. И если ты будешь ехать 5 часов на поезд туда, там уже другая реальность. В Бразилии это тоже происходит, но это все внутри Бразилии. Да? Например,
Человек живет, например, в городе Бразилия, там в столице, да? Там далеко от океана, у них есть свой там вкус по музыке, по жизни вообще. И человек, наверное, может быть, он в какой-то момент в жизни, он думает, ой, я хочу новую жизнь. А он переезжает в Рио-де-Жанейро. Для него это изменение, это уже достаточно. Ты в одной же стране, такой же язык, но настройки жизни изменятся. Нет необходимости в другую страну переезжать для изменения жизни. Поэтому я думаю, иностранцы, которые приезжают сюда или которые по факту имеют контакт с нами, они понимают, что Бразилия очень отдельна от мира. Например, бразильцы очень плохо разбираются с тем, что происходит на Украине, там, что именно происходит. Люди, они просто получают от новостей, война, там, конфликт в Иране, какой-то кризис. Мы смотрим, ой, это страшно. Но из-за того, что тут жизнь очень динамична, он даже не ищет знать, почему это трогает его. Это ему не... Це дуже далеко. Да, очень далеко. Поэтому Бразилия — это какой-то космос реальности, культуры в одной стране. Я думаю, очень мало людей, которые, даже бразильцам, не все понимают это вообще. Вот. Як на рахунок і бразильців, вони думають про Європу, про Росію, про Україну, про інші країни. У них є якесь уявлення. І як це відрізняється в реальності? Мне кажется, что это для украинцев, для русских и для бразильцев. У нас есть много общего, я так понимаю, в тем, как мы понимаем наши страны. Например, в Бразилии, я могу так сказать, да, нелегко тут жить. Зарплата, которую государство тебе дает, не хватит. Тебе нужно бегать, что-то делать больше. И я так понимаю, что на Украине и тоже в России, если ты получишь только то, что государство говорит, а это достаточно, это недостаточно, тебе нужно больше, да? Второй пункт – это бразильцы исторические. Мы всегда смотрим в государство с пониманием, что мы не можем доверять. Много сложностей для жизни, и очень часто мы смотрим в другие страны, как будто там будет лучше жить. Я думаю, мне кажется, что это общего бразильцев, русских и украинцев. Революции, скандалы, коррупция. Да, то есть, знаешь, государство должно служить народу. В теории. В теории, да. А здесь ощущение, как будто народ является ковром, на котором государство может наступать. Я, по крайней мере, это в России тоже слышал такое ощущение от людей. В Украине тоже, когда я там был, людям было не просто жить. И я думаю, это объединяется нас. Когда русский человек или украинский мне это говорит, что у него в стране вот такая ситуация, у нас тоже. Вот, да. У вас культура очень старая. Вот, например, мы, бразильцы, мы можем точно говорить, очень определенно, например, когда началась Бразилия, независимая страна, это недавно случилось, да? И у вас, вот, украинская история, очень длинная. Менталитет, украинский народ, это очень старый. Один пример, вот, в Бразилии, когда вот мы дети, да, мы ложимся там спать, и, может быть, там родители нам расскажут какую-то сказку. Рапунцель, какая-то там детская история, да? И в Бразилии все эти истории, это не местная история. Вот Рапунцель прожила в замке. Когда мы маленькие, да, и мы слышим эту историю, слава богу, что редко ребенок спрашивает, а где у нас замок здесь? Я с временем потом понимаю, что все эти сказки, они были описаны элементами, которые мы не знаем вообще, да? Я так понимаю, что у вас история настолько старая, что есть легенда персонажей, которые это не персонажи из другой культуры. Это то, что по факту было в истории, да? Да, это очень классно. Про Довбуша. Скала Довбуша є. Можна поїхати замок побачити там в Карпатах. У нас этого нет. Местный у нас очень мало. Например, вот я помню одну сказку о том, как гамба, знаешь гамба? Гамба. Газель? Газель такое животное. Газель, да. Вот, у нас есть такая история, где газель и ягуар, они построят дом вместе, но не знают друг друга. Это очень странная сказка, да? Очень мало детей, которые знают о этой истории. А если ты будешь спрашивать о Рапунцель, все знают. А Рапунцель, тут у нас блондов очень мало, замки нету, принц никаких нету. Розкажи, будь ласка, що з приводу роботи? Тобто багато людей мають 1500-2000 реалів зарплату, наскільки я розумію. Разом з тим я бачу, що дуже багато бразильців є успішними, мають хороші машини, багато нерухомості,
відпочивати, літають на вертольотах власних, острови там всякі у них, яхти, все це я бачу, все це є. І що ти порадиш новим іммігрантам, чи можна їм відкрити бізнес тут? Наприклад, якщо хтось у мене спитав робити українську кухню, чи будуть її їсти бразильці, чи це буде успішним? Бразилия очень сложная ситуация по факту. Если найдешь тут работу в какой-то фабрике или магазин, да, зарплата будет прямо очень маленькая, потому что всем предпринимателям очень сложно иметь сотрудников, да, если хочешь найти работу. Либо ты очень квалифицированный человек, и ты найдешь компанию, которая может тебе взять и дать хорошую зарплату, либо получить маленькую зарплату и жить очень скромно. Не просто. С другой стороны, Бразилия это очень динамичная страна. Да? У нас здесь 210 миллионов человек. Очень важно, бразильцы любят коммуникацию. Бразильцы любят, когда кто-то откровенно, очень динамично, очень активно пытается устроить отношения. Это очень сильно трогает бразильцев. Когда это по факту по-настоящему сделано. И если ты можешь этого делать, то тогда ты мог бы придумать какую-то там услугу или товар. Да? Из-за этого, на самом деле, я так понимаю, что многие компании, корпорации, даже европейцы, американские, там, в любой стране, хотя Бразилия, говорится так, бедная страна, все хотят сюда принести компанию, потому что рынок огромный. И если ты умеешь хорошо коммуницировать, да, у тебя есть идея там устроить бизнес, чтобы продавать украинскую там еду, или, не знаю, может придумать что-нибудь. Если ты можешь коммуницировать, показать людям интерес, что ты хочешь, чтобы они это пробовали, у тебя есть большой потенциал здесь, да. Aprende português. Uma primeira coisa. Sim. Без португальської мови важко. Ну, вот, я тебе рассказывал, там эта семья, да, которая там в Сантус, да, они не говорят на португальском, они снимали видео на русском, показать, что они были удивлены с бразильцами, и видео этой девушки, он просто взлетел. Просто из-за того, что она очень искренне дала свои мнения. 8 миллионов просмотров. Могли бы там придумать какой-то там товар и через эту аудиторию продавать. Бразильцы любят историю, которая искренна, историю одного человека, который проводит свой путь, например, для адаптации в новой стране или который проходит какое-то испытание. Это в Бразилии это очень интересно. Любой человек, он может у него будет очень простой магазин. Он показывает. Ребята, это мой магазин, я открыл сегодня магазин, пока очень мало, но я уверен, что это у меня все получится. Ком'юніті, да? Они взлетают, они просто взлетают. И бразильцы любят этот искренность, показать твое начало, и как ты героично это проходишь. Дякую. Дякую, muito obrigado. До нових Thank you. зустрічей на каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Щасливо.